Всем привет! Сейчас нахожусь в Пуэрто-Маган. В этом месте я не первый раз. Приехала сюда, чтобы полюбоваться снова этой красотой и снять для вас видео. Если вы хотите увидеть красивые места на Гран-Канарии, то Пуэрто-Маган обязательно стоит посетить. Во всех своих предыдущих видео я говорила, что Пуэрто-Маган называют маленькой Венецией на Канарских островах. На самом деле ничего близкого, но немножко напоминает тем, что здесь есть водные каналы. Конечно, гондолы по ним не плавают, но местные прозвали так, значит, сходство все-таки они увидели. Здание порта – это 4-звездочный отель, он так и называется, отель Пуэрто-де-Маган. Его начали строить в 1980-м, строили 8 лет, и, конечно, благодаря этому зона стала пользоваться у туризма. Ну и, конечно же, у тех, кто путешествует на яхтах. Я смотрела сейчас на букинге, сколько стоит стоимость проживания в этом отеле. Забила специально просто посмотреть. Ради интереса 2 ночи вдвоем 414 евро. То есть 28 августа по 30 августа 2 ночи. Причем не входит ни завтрак, ничего, только ночлег. Не гуляла никогда вечерами, но судя по тому, что здесь очень много фонарей по всему зданию, и если они вечерами зажигаются, то здесь тоже получается весьма романтичная обстановка. Сюда можно прийти вечерами в красивых платьях на фоне заката и порта сделать хорошую фотосессию. Сейчас я выхожу на главную площадь, здесь рестораны, и в центре есть вот такая беседка. Гуляя по всем этим улочкам, здесь также встречаются мелкие магазинчики, где можно купить сувениры, какие-то товары ручной работы. Давайте посмотрим, какие цены здесь в ресторане. Hola, para conocer. No sé, no hay problema, señora. Gracias. Aquí se come muy bien. Sí. Sé que estás grabando muy bien, perfectamente. Menú solo en español. ¿Dónde está? En español está aquí. Aquí tiene pescado fresco. Показывают мне, какая у них сегодня рыба предлагается. Déjame carta en español, ¿no? Рыба у них блюдо от 23,90 24. В общем, средняя цена в ресторане за блюдо 23 евро. Мясо дешевле. На всех языках. А, нет, смотрите, есть на русском. Нашла. Вот, рыба. Вот, смотрите. Меню на русском. Сейчас я нахожусь на самой старой площади этой деревушки. Сейчас это уже не деревня, а даже полноценный курорт. Площадь называется Педро Бентакор Леон. Здесь находятся рестораны, мороженое можно поесть, отдохнуть под фикусом на лавочках. А еще здесь есть памятник вот этому дедушке. Раньше он на этой площади продавал фрукты. И прожил этот дедушка больше 90 лет. И вот местные решили его увековечить на этой лавочке. Видимо, он в этом месте и продавал эти фрукты. А сейчас я хочу прогуляться на пляж. Хочу пройти по этому мосточку через водный канал. Здесь как раз пешеходный переход. На самом деле, чтобы перейти на пляж, есть несколько мостов. Ну вот,
Я заметила, смотрю сейчас многие влюбленные пары прикрепляют замочки. Сейчас в Пуэрто-де-Магане делают реконструкцию плитки, улучшают, обновляют курорт. Здесь коммерческая зона, много магазинов. Туалеты. ¿Es gratis? Sí, Vale, pero gracias. yo no he pagado nunca por venir al baño. Depende de la playa. De la playa de aquí yo no he pagado. Pero está abierta. Sí, sí, es que está ocupado. Vale. Pues mi marido está aquí y ahí creo que hay otra señora. Vale, vale, gracias. Туалеты бесплатно, оказывается. Стоимость лежака здесь 3,50, зонтик 3,50. Есть еще такая услуга арендовать балийскую кровать, 20 евро на весь день. На пляже есть спасатели, вот сидят. Еще здесь можно арендовать каяк. И какие-то еще и другие услуги, можно катамаран. Вот такая вот кровать, 20 евро. А вот это вот зона для инвалидов. И здесь есть для них душ. Многие души сейчас на пляже Гран-Канария не работают. Здесь цены. Что почем? Сейчас я хочу прогуляться по старинной части вообще этой деревни. Здесь живут местные жители. Здесь такая собака мне встретилась, очень дружелюбная. Эй, hola. Ты еще ласковая. Какой хороший песик. Эй, hola. Мне кажется, сколько посетителей здесь проходит, все его гладят. То есть он же к этому даже привык. Он прям поддается, чтобы его гладили. Пошла я вверх на площадку. Покажу, как выглядит историческая часть. Ну, она не совсем историческая, просто очень старая. Буду подниматься наверх на смотровую площадку. И это, кстати, все выложено мелкой такой мозаикой.
То есть владелец именно этого здания постарался сделать свою вивенду вакациональ весьма привлекательной. Кстати, очень хорошо сюда подниматься вечером, потому что вот я сейчас поднимаюсь, уже солнце село, смотрите, какие финики. Вот здесь можно сидеть на стульчике. И вот такие финики. Такой прямо крупный финик. Вот их прямо тут они свисают гроздями. Чтобы не заблудиться, здесь есть такие указатели, что на Мирадор. Туда указана стрелка. Поднимаюсь на смотровую площадку. Es una morena. Мне parece que sí. Причем здесь есть столики. Люди сюда приходят не только посмотреть на вид, а также выпить бокал вина. Делаю полный обзор с этой смотровой площадки. Кругом обхожу ее. Вернулась я в Пуэрто-де-Маган в вечернее время, потому что мне очень хотелось побывать здесь, посмотреть, как порт выглядит в вечернее время, снять его.